стандартной бочке нефти 159 литров, а топлива и других продуктов завод из нее получает больше, примерно 165 литров. Это не обман, не приписки и не ошибка бухгалтера. Это официальная цифра, которая годами публикуется в энергетической статистике и называется приростом при переработке. Литры буквально появляются из ниоткуда, и через несколько минут вы поймете, куда исчез закон сохранения, потому что на самом деле он никуда не исчезал. 1,5 века назад бензин был мусором, опасным, летучим, никому не нужным. Его сливали в реки, сжигали в ямах и старались избавиться поскорее. Ровно от того, за что сегодня платят на каждой заправке. Из одной и той же черной жидкости выходят 3 топлива с противоположными характеристиками: бензин, солярка и керосин. То, что считается достоинством в бензиновом моторе, для дизельного двигателя — прямой путь к поломке. И наоборот. Как завод сортирует то, что кажется однородной жижей? Почему авиационный керосин обязан оставаться жидким при минус 47? И при чем тут пластиковая бутылка у вас на столе? Досмотрите до конца, и вы больше никогда не будете смотреть на заправочный пистолет прежним взглядом. Первое, что нужно понять — нефть — это не вещество. Это смесь тысяч разных молекул, перемешанных в одной темной жидкости. Почти все эти молекулы построены из 2 элементов — углерода и водорода. Их так и называют — углеводороды. Отличаются они всего одним — длиной цепочки атомов углерода. И вот здесь прячется главный секрет всего ролика. Именно длина цепочки решает, чем станет молекула — газом, бензином, керосином или дорожным битумом. Запомните простую шкалу. К ней мы вернемся еще не раз. Самые короткие цепочки от 1 до 4 атомов углерода — это газ. 5-12 атомов — бензиновая фракция. Примерно 9-16 — керосин. 14-20 — дизельное топливо. А все, что длиннее и тяжелее, идет в мазут, масла и битум. Работает железное правило. Чем длиннее молекула, тем труднее превратить ее в пар и тем выше температура, при которой она кипит. Короткие цепочки — легкие и летучие. Длинные — тяжелые и густые. На этом правиле построен весь завод. Раз молекулы кипят при разной температуре, значит, их можно рассортировать нагревом, как мы вскоре и увидим. Но есть еще одна тонкость. Нефть бывает очень разной, и это не пустая формальность. Она бывает легкой и тяжелой, зависит от того, каких молекул в ней больше. Бывает малосернистой и сернистой. Сера здесь вредная примесь, от которой придется избавляться отдельно. Название вроде Brent или WTI — это не марки бензина, а описание самого сырья. И чем оно тяжелее и грязезнее, тем дороже и сложнее вытащить из него хороший бензин. Итак, у нас есть коктейль из 1000 молекул разной длины. Как разделить их, не разлив по 1000 пробирок? Ответ инженеры нашли еще в позапрошлом веке. И он гениально прост. Раз разные молекулы кипят при разной температуре, нужно просто нагреть нефть и аккуратно ловить пары по мере их остывания. Именно для этого служит ректификационная колонна — стальная башня высотой с многоэтажный дом, сердце любого нефтеперерабатывающего завода. Работает она так. Нефть разогревают в печи примерно до 350-370 градусов, и большая ее часть превращается в пар. Этот горячий пар вырывается в колонну снизу и устремляется вверх. А наверху башни заметно холоднее, чем внизу, и в этом весь фокус. Пары поднимаются, постепенно остывают, и каждая фракция конденсируется обратно в жидкость на своей высоте, там, где температура падает до ее точки кипения. Внутри колонны установлены десятки горизонтальных тарелок с отверстиями, и на каждой оседает свой продукт. Порядок строгий, сверху вниз. На самом верху, где холоднее всего, остается газ. Чуть ниже — легкая бензиновая фракция. Она уходит примерно до 180 градусов. Еще ниже собирается керосин.
потом дизельная фракция, а в самом низу тяжелым горячим остатком ложится мазут, который вообще не испарился. Возникает вопрос, почему бы не нагреть посильнее и не выпарить вообще все? Нельзя. Выше примерно 370 градусов длинные молекулы начинают разваливаться сами по себе, неконтролируемо, оставляя твердый кокс. И теперь важное признание. На этом этапе у нас еще нет ни бензина, ни солярки, ни авиакеросина. У нас есть только полуфабрикаты. Прямогонный бензин из колонны заливать в современный мотор нельзя, он его попросту разрушит. Давайте посчитаем, и цифры окажутся неутешительными. Если просто перегнать нефть в колонне, бензиновой фракции получится всего процентов 15-20. Остальное — керосин, дизель, мазут и газ. А теперь вспомним начало прошлого века, когда автомобиль перестал быть игрушкой для богачей и хлынул на дороги. Конвейер Генри Форда поставил производство машин на поток, и знаменитая Model T расходилась миллионами. Каждый из них нужен был бензин, и спрос на него рос буквально взрывообразно. Но природа не собиралась подстраиваться под заводы. Сколько нефть ни перегоняй, бензина в ней все равно оставалась лишь малая доля. Возникла пропасть между тем, что давала земля, и тем, чего требовал рынок. Здесь стоит остановиться на историческом парадоксе, который до сих пор поражает. За несколько десятилетий до автомобильного бума главным продуктом нефти был вовсе не бензин, а керосин — топливо для ламп. Именно дешевый керосин осветил дома и заметно снизил спрос на китовый жир, которым люди заправляли светильники раньше. На керосине сколачивались огромные состояния, в том числе империя Джона Рокфеллера. А бензин в те годы считался опасным побочным отходом, от которого старались избавиться поскорее. То, что вчера выливали как мусор, вдруг стало самым желанным продуктом, а прежнего лидера, керосин, оттеснило электрическое освещение. Рынок требовал бензина все больше, а перегонка упрямо давала свой скромный процент. Стало ясно, сортировки молекул уже недостаточно. Нужно было научиться их переделывать, брать длинные тяжелые цепочки и ломать их на короткие, бензиновые. Задача звучала почти как алхимия, и человек, который ее решил, изменил 20 век сильнее иных политиков и генералов. Идея, спасшая автомобиль, оказалась дерзкой. Если длинных тяжелых молекул в избытке, а коротких не хватает, значит, длинные надо просто разломать. Этот процесс назвали крэкингом, от английского слова, означающего «расщеплять». Суть в том, чтобы разорвать громоздкую цепочку углерода на несколько коротких, а именно короткие и есть бензин. Первым по-настоящему промышленным способом стал термический крэкинг. Инженер Уильям Бёртон, работавший в компании Standard Oil, получил патент на свою технологию в 1913 году. Он воздействовал на тяжелые фракции высоким давлением и температурой, и длинные молекулы буквально трещали и распадались. Выход бензина из той же нефти вырос примерно вдвое. Пропасть между спросом и предложением начала затягиваться. Но у грубого нагрева был минус. Бензин получался не лучшего качества, а часть сырья уходила в бесполезный кокс. Следующий прорыв совершил инженер Эжен Гудри, запустивший каталитический крэкинг в 30-х годах. Он добавил в процесс катализатор, вещество, которое помогает реакции идти, но само при этом не расходуется. Катализатор позволил ломать молекулы мягче при меньших температурах и получать бензин заметно чище и качественнее. Вершиной этой линии стал флюид-каталитический крэкинг, промышленно запущенный в начале 40-х. В нем катализатор измельчен в тончайший порошок, который циркулирует внутри установки, ведя себя почти как жидкость. Именно этот узел, та самая громадная связка из двух башен, которую видно на любой фотографии завода. Позже, в 60-е, появились еще более эффективные катализаторы на основе зеолитов, и выход бензина снова подрос. А теперь обещанная разгадка нашего хука. При крэкинге тяжелые плотно упакованные молекулы
превращаются в легкие и менее плотные. Атомов ровно столько же. Масса честно сохраняется. Но легкие молекулы занимают больший объем. Вот откуда берутся те самые лишние литры, которых, казалось, взяться неоткуда. Итак, короткие молекулы мы получили, но залить их в мотор все еще нельзя. И виной тому явление под названием детонация. В нормальном бензиновом двигателе смесь топлива и воздуха сжимается поршнем и поджигается искрой свечи в строго нужный момент. При детонации же топливо вспыхивает само, раньше времени, еще до искры. Раздается характерный металлический стук, а ударные волны разрушают поршни и клапаны. Чтобы измерять стойкость бензина к этому явлению, придумали октановое число. И здесь живет самое частое заблуждение. Октановое число — это не про мощность и не про количество энергии в топливе. Это исключительно про стойкость к самопроизвольному воспламенению. Шкалу задали двумя веществами. У изооктана стойкость приняли за 100, у гептана — за 0. Так что цифры 92, 95 и 98 на заправке говорят лишь о том, насколько уверенно топливо терпит сжатие, не взрываясь само. Как же завод повышает это число? Здесь снова помогает химия перестройки молекул. При реформинге линейные цепочки превращают в кольцевые, ароматические, которые куда устойчивее. При изомеризации прямую молекулу перестраивают в разветвленную, та тоже детонирует неохотнее. Добавляют алкилаты и кислород-содержащие компоненты. Из десятка таких потоков и собирают итоговый бензин с нужным октановым числом. Но у этой истории есть темная страница. В 1921 году инженер Томас Мидгли нашел дешевый способ поднять октановое число — присадку тетраэтилсвинец. Решение сработало, но обернулось глобальной бедой. Ядовитый свинец десятилетиями рассеивался с выхлопом по всей планете. От этилированного бензина отказывались долго и трудно, и полностью вывести его из мирового оборота удалось лишь в 2021 году. Была у высокого октанового числа и героическая роль. Во время Второй мировой войны авиация, заправленная 100-октановым топливом, позволяла форсировать моторы и выжимать больше мощности. Порой именно качество бензина решало исход схваток в небе. А теперь приготовьтесь, потому что с дизельным двигателем все устроено зеркально. Здесь нет ни свечи, ни искры. Топливо поджигает само сжатие. Двигатель сначала сжимает чистый воздух, и очень сильно. От такого сжатия воздух раскаляется до 500-700 градусов. И вот в этот раскаленный воздух впрыскивается солярка, которая обязана вспыхнуть мгновенно, сама, без всякой искры. Вот он, главный парадокс нашего ролика во всей красе. В бензиновом моторе самовоспламенение — злейший враг, с которым борется октановым числом. В дизельном моторе самовоспламенение — это цель, ради которой все и затевается. Поэтому у солярки своя мерка, называется цетановое число. И оно показывает, насколько охотно топливо вспыхивает от сжатия. Проще говоря, цетановое число — это октановое наоборот. Хорошая солярка должна загораться легко. Хороший бензин — с точностью до наоборот. Отсюда вытекает и знаменитая экономичность дизеля. Раз двигатель сжимает воздух сильнее, у него выше коэффициент полезного действия. Больше энергии топлива идет в движение, а не в тепло. К тому же солярка плотнее бензина, и в 1 литре ее попросту содержится больше энергии. Два эти фактора и делают дизель выгодным, особенно для грузовиков и тяжелой техники. Но у дизеля есть слабое место — холод. Длинные парафиновые молекулы, которых солярки хватает, на морозе начинают кристаллизоваться. Топливо мутнеет, густеет и забивает фильтр восковыми хлопьями, после чего двигатель просто не запускается. Поэтому заводы выпускают летние, зимние и арктические сорта, удаляя часть парафинов и добавляя специальные присадки, снижающие температуру застывания. Отдельная большая работа — сера. В сыром дизеле ее слишком много, а при сгорании она дает вредные выбросы и способствует кислотным дождям.
Поэтому солярку пропускают через гидроочистку, насыщая водородом и вычищая серу. Если 30 лет назад ее содержание измерялось тысячами долей, то современное топливо укладывается в считанные единицы, чего и требуют строгие экологические нормы. Вернемся к колонне и к той фракции, что собиралась ровно посередине, между легким бензином и тяжелым дизелем. Это керосин, и его срединное положение оказалось не случайностью, а огромной удачей. Именно золотая середина сделала его идеальным топливом для реактивных двигателей и турбин. Не слишком легкий, не слишком тяжелый. Как раз то, что нужно самолету. Почему для авиации не взяли бензин? Он чересчур летуч и пожароопасен, а полный бак такого топлива в небе — слишком большой риск. А почему не дизель? Он, наоборот, слишком густой и на большой высоте попросту замерзает. Керосин же удачно обходит обе крайности, и потому именно он заправляет почти всю реактивную авиацию мира. Но к авиатопливу предъявляют требования, от которых захватывает дух. Главное из них — стойкость к холоду. Температура застывания авиационного керосина марки Jet A1 не должна превышать минус 47 градусов. И это не прихоть. На высоте, где летят лайнеры, за бортом бывает минус 55 и даже холоднее. Топливо в крыле обязано оставаться текучей жидкостью час за часом, иначе двигатели останутся без питания. Есть и другие жесткие требования, о которых пассажиры не подозревают. Строго контролируется содержание воды. Попавшая в топливо влага на высоте замерзает в кристаллике льда, а они способны забить фильтры и топливные магистрали. Поэтому в керосин добавляют присадки против обледенения, а также вещества, снимающие статическое электричество, чтобы при заправке не проскочила искра. И вот здесь наша история совершает красивый круг. Когда-то керосин был самым первым полезным продуктом нефти. Он горел в миллионах ламп и освещал дома. Потом пришло электричество, и лампадный керосин почти забыли. Он стал не нужен. Но в 20 веке появилась реактивная авиация, и та же самая средняя фракция вернулась на сцену, уже как топливо, поднимающее в небо огромные лайнеры. Давайте теперь соберем всю картину воедино, потому что по отдельности мы разглядели лишь детали. Сырая нефть входит в завод и попадает в ректификационную колонну, где нагрев разделяет ее на фракции. Часть из них тут же отправляется на крекинг, где длинные молекулы ломаются в короткие. Другие идут на реформинг и изомеризацию, чтобы поднять октановое число, а следом на гидроочистку, где из топлива вычищают серу. Завод — это не одна труба, а целый оркестр установок, работающих слаженно. И вот ключевая мысль, которая многих удивляет. Готовый бензин на заправке — это вовсе не одна фракция из колонны. Это тщательно составленный рецепт. Коктейль из 5-10 разных потоков с разных установок. Завод смешивает их в точной пропорции, чтобы попасть в нужное октановое число, уложиться в нормы и учесть время года. Тоже верно и для дизеля, и для авиакеросина. Каждый из них собирается, а не просто наливается. Отсюда вытекает удивительная гибкость завода. Летом рынку нужно больше бензина для отпускных поездок, а зимой растет спрос на дизель и топливо для отопления. И завод перенастраивает свои режимы, смещая выход продуктов в нужную сторону. По сути, экономика диктует химию. Цена и спрос решают, каких молекул сегодня наделать больше. И последнее, что окончательно меняет взгляд на нефть. У хорошего завода практически нет отходов. В дело идет все. Тяжелый остаток превращается в мазут и в битум для дорог. Из побочных продуктов делают смазочные масла и нефтяной кокс. Даже вычищенную серу не выбрасывают, а пускают, например, на производство удобрений. Но самое интересное — судьба легкой нафты. Часть ее идет не в бензин, а в химию, где становится сырьем для пластика. Так что пластиковая бутылка у вас на столе и топливо в баке автомобиля на самом деле близкие родственники,
вышедшие из одной и той же бочки нефти. Вот мы и прошли весь путь черной жидкости, от скважины до заправочного пистолета. И теперь та самая мысль из начала ролика звучит совсем иначе. 3 топлива, 3 противоположных требования. Но сырье у всех одно. Бензин обязан сопротивляться самовоспламенению. Солярка, наоборот, вспыхивать от одного лишь сжатия. А керосин — оставаться жидким на лютом морозе высоты. И все это различие в конечном счете сводится к длине молекулы и к тому, с какой охотой она загорается. Теперь понятно и то, с чего мы начинали. Лишние литры в бочке — это не магия, а честная физика крекинга, где тяжелые молекулы становятся легкими и занимают больший объем. А бензин, который когда-то выливали в реки как мусор, стал желанным продуктом лишь тогда, когда человек научился перестраивать молекулы под свои нужды. Нефтеперерабатывающий завод — это не качалка, добывающая бензин, а гигантская машина по сортировке и пересборке молекул, которую человечество строило больше века. И напоследок вопрос, над которым стоит задуматься. Эту огромную машину десятилетиями затачивали в основном под автомобильный бензин. Но что с ней будет, когда машины постепенно пересядут на электричество? А вот самолетам все еще будет нужен керосин, которому пока нет достойной замены. Как думаете, во что превратится завод, когда главный его продукт вдруг станет не нужен? Напишите свое мнение в комментариях. Очень интересно почитать, к чему вы склоняетесь. Если это видео помогло вам взглянуть на привычные вещи по-новому, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на «Скрытый горизонт», чтобы не пропустить новые выпуски. Так вы поможете каналу вырасти. Поделитесь роликом с друзьями и родными, ведь простой заправочный пистолет скрывает историю, о которой мало кто задумывается. Впереди еще много скрытого от глаз. До встречи в следующем видео.